Привет! Здесь мы, выпускники Института Пушкина, обсуждаем литературу и говорим о русских в русской классике. Меня зовут Арина, я преподаватель русского как иностранного и мой друг, поэт-переводчик Астер Базилио. Привет, Арина! И привет всем нашим слушателям! Сегодня мы обсудим рассказ Чехова «Смерть чиновника» и постараемся понять, что стоит за этим коротким, но таким глубоким текстом. Антон Павлович Чехов «Смерть чиновника». Для тех, кто не знает еще этот текст, давай коротко расскажем сюжет. Как ты его понимаешь? Я понимаю, что здесь очень красиво написано Чеховым, когда действие происходит в театре, главный герой тоже играет. Он другого человека играет. Он хочет уходить из своего мира и поставить себя в высшем положении. Недаром он купил билет на втором ряду, чтобы смотреть спектакль. Он играл как важного человека. До тех пор, как он чихнул на генерала. Но до этого он просто почувствовал себя на вершине, как человек, который в Большом театре ходит и делает селфи, смотрит на себя, какой я крутой, какой я хороший. Рассказ называется «Смерть чиновника». Как поход в театр мог довести человека до смерти? На твой взгляд, от чего умер наш чиновник? Конечно, от тревоги. А ты понял, в чем заключалась его тревога? Почему для него это стало действительно таким важным событием? А ведь по факту он просто чихнул. Это было непроизвольное действие. Мы никогда не можем как-то повлиять на это. Он же маленький человек, у него была маленькая проблема, он воспринял как большая проблема. А генерал, как важный человек, смотрел на него и реально искренне сказал, это ничего. Я не смог больше дать себе покоя за то, что как можно воспринимать его ошибку как маленькую. Да, действительно. И как он начал справляться или же не справляться со своей тревогой? Если, допустим, написано сегодня вот это рассказ, это как человек, который пишет вот это извинение, как он сделал, да, он много раз ходил, что-то попытаться сделать, извиниться перед генералом. Это как будто человек, который пишет в Инстаграме. Запрещенной в Российской Федерации социальной сети. Пишет там комментарий, извините меня, пожалуйста, я больше не могу. Одно и то же много раз. Ты заметила, что Чехов здесь подчеркивает одну из русских черт. Даже когда мы сейчас записываем этот подкаст, мама мне подсказала русское слово «мнительность». Мнительность означает такую болезненную тревожность, постоянное беспричинное беспокойство, навязчиво негативные мысли, подозрительность и так далее. И на самом деле русские люди очень мнительные и тревожные. Если мы будем сравнивать их с теми же бразильцами или итальянцами. Один мой студент, когда видит меня в таких ситуациях, он прямым текстом говорит «не будь русской», что в его понимании это значит «не переживай зря, здесь нет причин для тревог». Скажи мне ты, как бразилец, который приехал из страны, где много солнца, моря, песен, танцев, как не тревожиться? Какие советы ты можешь дать нашим людям? Ну, если я и что-то могу делать, я делаю. А когда я не могу, просто... не делаю. Просто я... Причем здесь переживать, если ничего не могу делать? Если ничего не смогу делать, да? Поэтому вот так. У нас есть поговорка на португальском, но трудно перевести. Как оно звучит на португальском? Não tem remédio, remediado está. То есть, если у тебя нет лекарств, тут ты уже получил лекарство. Номер 2. Не дать
другому человеку твою радость и дать другому человеку решение о твоем настроении. Не дать никому, чтобы испортить, что очень драгоценно тебе. Поэтому можно, как Бродский сказал, быть зашито от всех, от вируса, там, не входи с комнаты. Да? То есть тоже надо себе закрывать от негативных мнений. Запрись и забаррикадируйся шкафом от Хроноса, космоса, Эроса, расы, вируса. Иосиф Бродский. Не выходи из комнаты. Да, и мне понравилось, как-то однажды ты сказал хорошую фразу о том, что ты режиссер своей жизни. Да, вот. Быть главный герой в своей истории. Не быть на втором, на третьем месте, как вот измерить чиновники, которые сидят на втором ряду. Да, и ощущал себя на последнем. За что? За вот это маленький чиханье. Вот. Спасибо большое за твои советы, Астер. Давай вернемся к тексту и поднимем такой вопрос. Почему все-таки одного извинения, одного прощения было недостаточно? Почему стало это навязчивой идеей у него? Он подходил к нему в театре несколько раз, он приходил к нему на работу, он хотел написать письмо, думал, но не придумал, поэтому снова пошел к нему на работу. Почему недостаточно было диалога? Извините, ничего, все хорошо. А если аккуратно мы читаем, видно, что в лицо генерала была какая-то неприятность. То есть он вспомнил, что от генерала, конечно, это ничего. Первая реакция именно, он был расстроен. Но это человек из высшего мира. Он не смог допускать и на равных разговаривать с маленьким человеком. И это все он понял. Ведь он расстроен, почему он скажет, а ничего. То есть придется на самом деле попытка получить признание от генерала. Как точно ты отметил. Давай еще расскажем про одну деталь. У чиновника была жена. И, в принципе, он мог купить билет и себе, и ей. Да, конечно, уже бы не получилось сидеть на втором ряду, потому что там билет дороже, но он бы мог сидеть где-то подальше с женой и также наслаждаться этим спектаклем, если он пришел ради этого спектакля. Но здесь ситуация совершенно другая. Он пришел один, он оплатил этот дорогой билет, и, возможно, да, он хотел оплатить не только место в данный момент, он хотел быть приобщенным к кругу людей, которые его окружают. Он хотел себя чувствовать таким же достойным, как и эти люди. Но вот это чихание как будто бы указало ему свое место. Этот казус все разрушил. Я думаю, что Чехов здесь не случайно берет маленького чиновника и большого такого значимого генерала и сталкивает их в этой ситуации. И здесь, мне кажется, очевидно, потому что по классической определенности в Аристотеле мы можем найти, в принципе, комедия, да? В комедии надо издеваться над бедных людей. И это то, что в Российской империи сообщество очень яркий, очень там доказано, на кого можно издеваться. Именно на маленьких чиновниках, как наши герои. Тема маленького человека очень актуальна для русской культуры, и поднималась она многими писателями. И в целом в этом проявляется иерархическое устройство общества, где человек на нижних ступенях стремится угодить вышестоящим. Я думаю, что это есть, конечно, и сейчас, но и не только в русском обществе, но и в других культурах, в других странах. Я думаю, это довольно распространенная ситуация.
здесь оно также показано. Есть и еще одна причина, почему он ходил к генералу извиняться. Так, интересно, я хочу чуть-чуть вернуться к тексту. Когда он умер, это именно когда он получил ответ от генерала. Когда он закричал. То есть именно в других моментах, когда он там пошел извиниться, он сказал, это ничего. А именно когда он расстроен, это и он закричал, и именно он не приказал наказание. Он не принял. Поэтому заключается именно вот эта тревоги. Поэтому можно вспомнить, да, поговорка: после преступления идет наказание, которое наш Достоевский очень красиво сформулировал в заглавии своего великого романа. Это правда. В нашем обществе есть мысль, что если ты допустил ошибку, ты должен буквально отработать ее, а должен понести наказание, искупить свою вину. Очень по-русски. И русский народ — это за справедливость всегда. Если посмотреть на ваше бразильское общество, Так. как люди бы себя вели в таких ситуациях? Думают ли они, переживают так много, как это делают русские? Если была, допустим, вот этот сюжет в Бразилии просто очень коротенький, то есть пошел маленький человек, тянуленький, чихнул на генерала, извинился, генерал сказал, ну это ничего, он все закончится, у нас рассказ, поэтому у вас действительно есть вот это чувство вины, там переживаний, много думать, зато прекрасная литература, самая лучшая литература в мире. Спасибо тебе, Астер. А на этом все. Надеемся, что сегодняшний разговор помог вам лучше понять русский характер через литературу. После подкаста мы выложим этот рассказ для каждого уровня, от А1 до оригинала с нашими комментариями. Выбирайте тот, который подходит именно вам. Читайте и делитесь с нами своими рассуждениями. Как бы вы поступили на месте героя? И не забудьте, литература — это всегда о нас, о людях. Мы ждем ваших мыслей и вопросов. До новых встреч! До свидания. Спасибо, что были с нами.